Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня у меня художественная мастерская, и мы будем вместе с вами делать это художественное волшебство. Как всегда, напишите в комментариях, что бы это могло значить. Как видите, у меня есть краски, стаканы с чистой водой и тут еще кисточки. Сегодня я буду говорить про эмоции, про проекции эмоций и про такой непростой диагноз, который ставят людям пограничное расстройство личности. Я его называю безграничное расстройство личности. И, в принципе, все мы больше или меньше находимся в этом диагнозе. Итак, давайте начнем с эксперимента. Давайте представим, что вы находитесь на какой-то вечеринке или же на какой-то лекции, и в помещение, где вы находитесь, входит человек, с которым вы когда-то конфликтовали. То есть остальные люди, они все для нас не расцвечены. И когда появляется объект, по отношению к которому мы испытываем какие-то чувства, он перестает нами восприниматься как окрашенно нейтрально. Этот человек начинает появляться в нашем пространстве как отличающийся, как другой. Я взяла немного фиолетовой краски, чтобы выделить этого человека из толпы других людей. Итак, этот человек, с которым я когда-то поругалась. И если я не привыкла присваивать собственные эмоции, то тогда я не воспринимаю появление этого человека как причину того, что я начинаю генерировать эмоции. Я буду воспринимать его как человека, который вызывает у меня эти эмоции. Видите, в этой формулировке как бы небольшой нюанс, но здесь принципиальная разница. Из-за этого человека меняется мое внутреннее состояние. То есть фактически я начинаю наполняться какими-то эмоциями, которые, если я не идентифицирую, то я их буду воспринимать как тревогу. То есть когда мы не понимаем, что именно мы с вами испытываем, не можем разделить на разные краски происходящее у нас внутри, мы будем называть это тревога. То есть мое эмоциональное состояние изменилось из-за этого человека, но что именно со мной происходит, я по какой-то причине не могу понять. И чем у человека более идеалистическое представление о себе, тем у него будет хуже контакт с эмоциями. То есть он будет воспринимать себя как не эмоционирующего, а другого как атакующего его. И давайте представим, что помимо тревоги у меня еще появляется злость. Для нее я возьму красную краску, добавим немного красной краски. И добавим немного страха. Для страха я возьму синюю краску. То есть у меня получается изменение моего эмоционального состояния, в котором бурлят эмоции. И если я безграничная личность, то есть у меня проблемы с границами, то я буду воспринимать себя как стакан с незамутненной водой, а все эти эмоции я делегирую другому. То есть фактически другой у меня вот этот стаканчик, но я его воспринимаю как вот этот, как носитель изменения состояния, в котором я нахожусь. Почему такое расстройство называют пограничным, а я называю безграничным? Потому что между мной и другим нету вот этих стенок. То есть здесь у нас вода с вами находится в стаканах, а когда у меня нету понимания, что я отдельно, мир отдельно, другой человек отдельно,
то я воспринимаю его появление как влияние на ту среду, в которой я нахожусь. Как если бы я лежала в ванной, и в ванную кто-то бы начал лить мне горячую или холодную воду. Или же я лежала в ванной, и в воду в ванной кто-то бы изменил по цвету. То есть она стала бы другого цвета. То есть я не воспринимаю процессы, происходящие у меня внутри, как процессы, происходящие у меня внутри. Я воспринимаю это как изменение среды, в которой я нахожусь. Вот это и называется проекция, когда у меня нету вот этих вот стеклянных стенок, когда я вместе с этим человеком погружена в эту воду, и я с ним нахожусь уже в ванной вместе или вместе в одном бассейне. Это и называют отсутствие границ, и это называют проекцией, когда я свои эмоции распространяю на все пространство. Сейчас давайте с вами отойдем от этого конфликтного человека и попробуем еще пощупать примеры в голове, чтобы вот это наполнение изнутри эмоциями стало понятнее. Давайте представим, я пока этот наш закрашенный стаканчик отставлю. Давайте представим, что я тоже нахожусь в компании своих друзей, и пришла моя какая-то подруга, которая, например, внезапно похудела очень сильно. Или же, если, например, я мужчина, я увидела, как мой друг выходит из машины очень дорогой, он за рулем приехал, и он одет совсем по-другому. Или же человек в компании начинает вести себя так, что я понимаю, что он умный. То есть этот человек находится внутри своего пространства, и внутри его пространства он или похудел, или разбогател, или же я его давно не видела, он много читал, развивался, и он поумнел. И я тоже начинаю наполняться эмоциями, но я не понимаю, что я их продуцирую сама. Я, например, начинаю наполняться завистью. Для зависти мы возьмем фиолетовый, яркий. Я начинаю наполняться завистью, и в этой зависти я начинаю атаковать себя, потому что я хуже, чем этот человек. То есть я свою зависть не идентифицирую, но я понимаю, например, что у меня резко появилась тревога. Помните, мы с вами говорили, что появление тревоги – это появление непонимаемых чувств. Когда в целом мое эмоциональное состояние выходит из равновесия, но что именно со мной происходит, я не понимаю. Или же я начинаю чувствовать по отношению к этому человеку злость. Он меня раздражает. То есть фактически я возьму красную краску, начинаю наполняться злостью. Зависть со злостью, они часто ходят вместе. Я начинаю наполняться злостью, и я не понимаю, что я источник этой злости, что я начинаю вырабатывать эту злость. И эта злость, она может быть направлена как на этого человека, так и на меня. Если злость будет направлена на меня, она станет аутоагрессией. Я себя начну атаковать внутри за то, что я не такая худая, не такая богатая или не такая умная. То есть я начинаю переполняться эмоциями, но так как я их не идентифицирую как свои, я по-прежнему в ванной, помните, вместе с человеком в бассейне, в слиянии, я воспринимаю эти эмоции как то, что вызывает у меня другой. То есть не я генерирую эмоции по каким-то своим причинам. Например, я ощущаю злость и боль из-за того, что я генерирую аутоагрессию, которой я атакую себя, и, конечно, в этой атаке я буду чувствовать боль. Ну, когда человека бьют, ему больно.
Вот я начинаю бить себя, и мне больно от того, что этот человек или похудел, или разбогател, или умнее. И я чувствую боль от контакта с этим человеком. То есть фактически мне неприятно с ним общаться. У меня меняется состояние. Но если я не могу присвоить себе эмоции, то я назначу другого причиной, и я скажу, мне не нравится быть вместе с этим человеком. Я становлюсь такой, которой я себе не нравлюсь. И вот это я себе не нравлюсь рядом с этим человеком может стать генерализованной идеей. То есть, когда я рядом с другими людьми начинаю генерировать какие-то чувства, которые мне не нравятся, точнее, я наполняюсь тем, что мне не нравится. Это как будто я ем еду, которая мне не нравится. То я начинаю избегать общения с этим человеком, с этим человеком, с тем человеком. И фактически мне надо быть одной для того, чтобы не генерировать чувства. То есть, чтобы моя вода оставалась чистой. Но фактически я потенциально могу генерировать все эти краски, все эти эмоции, но из-за того, что я себя не ассоциирую с тем человеком, который их генерирует, я всегда буду назначать другого виновником этих эмоций. То есть из-за тебя я испытываю эти эмоции. Давайте вернемся к первоначальному примеру. Себя завидующую я отставлю и верну себя та, которая, мы добавим ей немножко злости, потому что она начинает говорить, зачем ты пришла? Помните, этот человек, с которым я поругалась? Зачем ты пришла вообще? Или зачем я пришла? И моей злости становится очень много. Она переполняет меня, потому что я не могу ее присвоить. У меня также появляется еще страх, потому что я боюсь, что я сорвусь и будет скандал. То есть я генерю много-много различных эмоций, которые мало того, что наполняют меня совсем другим состоянием, еще и бурлят. То есть они начинают становиться все более и более интенсивными. И если я тот человек, который не может присвоить себе эмоции, то вся моя причинность будет отдана этому человеку. Это из-за тебя у меня испортилось настроение, это из-за тебя мне перестала нравиться вечеринка, это ты все испортил и так далее. И эта злость внутри, она начинает распирать меня, и мне приходится очень много сдерживать. Теперь давайте представим вариант, что у меня есть эти границы, я не нахожусь с другими людьми в ванной или в бассейне, и я понимаю, что их генерирую я. Тогда я понимаю, что у меня сейчас появляется злость, и это злость моя. Я злюсь на другого или злюсь на себя, но эту злость генерирую я. У меня есть страх, потому что я боюсь себя повести неадекватно. И человек, который понимает, что это его эмоции, он отдельно в своей ванной находится, в своем стаканчике, он не смешан с другими, он начинает себе говорить, так, ты злишься, это уже произошло, и человеку легче опираться на правила, когда он не может опереться на себя. Я буду вести себя вежливо, прилично, и этот человек сам по себе, то есть если я его не воспринимаю как своего бывшего врага или теперешнего врага, этот человек сам по себе. Вот этот человек сам по себе, это отдельное восприятие, помогает нам с вами уменьшать наше эмоционирование, потому что эмоции присвоены. Я понимаю, что не кто-то, как я, кисточкой макает в эту воду, а я их генерирую изнутри. И когда я понимаю, что эмоции мои, я приобретаю эти границы. То есть фактически мой диагноз пограничное расстройство личности мог бы уйти, если я понимала, что я сама генерирую эти эмоции, я потенциально могу генерировать столько злости, генерировать столько страха.
И у человека, у которого нет этих границ, вот как у этого стакана, человек, который общается в слиянии со всем миром, то есть все люди попадают к нему в ванну, и он с ними создает общее пространство. Этот человек будет избыточно зависеть от внешних обстоятельств, от других людей, от состояния другого человека. И поэтому хочется все время влиять на это состояние. То есть фактически человек все время сдерживает желание сказать другому, как ему надо себя вести, чтобы я не начинал генерить эти эмоции. То есть веди себя вот так. Или же я начинаю как-то вести себя, чтобы повлиять на другого. То есть если я не присваиваю свои эмоции, то тогда я начинаю не разбираться с собой, не делать что-то с собой, а пытаться делать что-то с тобой, чтобы ты, как, так как сидишь в моей ванной, поменял свое поведение. И благодаря тому, что ты поменяешь свое поведение, я перестану генерировать эти эмоции. То есть вот это наша подстройка под людей, самопожертвование, веселить других, развлекать других, поднимать настроение другим, интересоваться другими, жертвовать собой. Это всего лишь забота о генерировании своих эмоций. То есть я на них не влияю, я их не присваиваю, и поэтому избыточно завишу от другого, и я на другого должна влиять так, чтобы он был таким, чтобы я рядом с ним перестала генерировать сама эти эмоции. И видите, здесь получается очень много сдержанного. То есть пока мои эмоции не присвоены, я все время сдерживаюсь. Или от того, чтобы не начать другому говорить, что ему делать, как ему себя вести, чтобы я это не генерировала. Потому что я бурно эмоционирую, он же со мной в одной ванной. Или же я избыточно пытаюсь на него повлиять. И тогда другой будет в какой-то момент воспринимать это как давление, как попытку принудить его к какому-то поведению. Он будет говорить, что тебя очень много, если он может это сказать. Или будет говорить тише, тише, ты кричишь. То есть вот это желание громко говорить, там, громко шутить, вовлекать в свои какие-то разговоры, это попытка поменять другого так, чтобы я поменялась внутри. Отсюда и говорят, что другие люди зеркала, потому что мы общаемся с ними, как с находящимися внутри нашей ванны. Я думаю, что каждый из вас испытывал такое с близкими. От близких мы особенно зависим, когда звонят родители, или же когда твой супруг или супруга приходят с плохим настроением домой. Нам хочется от них абстрагироваться, то есть убрать его из поля зрения, потому что мы с ним находимся точно в одной ванной. И тогда возникает холодность. То есть мне надо стать безразличной к тебе, чтобы твое состояние не влияло на меня. Также я бы хотела в этом ролике уделить немного внимания состоянию, когда мы вылетаем из тела, которое переполнено теми эмоциями, которые нам не нравятся. То есть, например, когда вы смотрите ролик и слышите что-то, из-за чего вы наполняетесь эмоциями, которые вам не нравятся, ну, например, вы что-то узнали про себя, и для того, чтобы не атаковать себя, потому что вы считаете это плохим, вы улетаете в безэмоциональное тело, вот в этот чистый стакан, покидая тело эмоционирующее. И вы так и пишете. Я слушала и отлетела, я слушала и выключилась, я слушала и потеряла нить рассуждения. Вот это как раз момент выскакивания из себя, который испытывает те эмоции, которые воспринимаются как неприятные. И поэтому они не присваиваются вместе с телом и вместе с реальностью, и человек улетает куда-то из реальности далеко. Ну что, я завершила. И вас я хочу попросить написать, каким должен быть другой человек, чтобы вы в его присутствии себе нравились.
Попробуйте представить, каким должен быть другой, чтобы вы себе нравились, чтобы вы выделяли, испускали или генерировали те эмоции, наполнение которыми вам вкусно. И точно так же, постарайтесь быть лаконичными. И точно так же напишите, каким должен быть человек, чтобы вы наполнились теми эмоциями, которые вам не нравятся, и вы себе не нравитесь в них. То есть максимально не нравящийся себе. Такая небольшая саморефлексия для того, чтобы познакомиться с собой поближе. А в завершении я хочу вас пригласить на школу отношений. Мы там будем как раз говорить про вот эти краски, про нахождение в одной ванной, когда будем говорить, например, про интимные отношения и что на самом деле там происходит. Также поговорим про отношения с деньгами, потому что фактически зарабатывать может тот человек, который умеет справляться со своими эмоциями, умеет их перерабатывать, потому что эмоциональная выносимость становится ключевой в зарабатывании денег. В общем, вся информация есть на сайте olgademchuk.org. Заходите, читайте, регистрируйтесь, а я прощаюсь. До встречи.